Привет, ребята! Очень рада видеть всех на своем канале. Рада видеть гостей, тех, кто первый раз зашел. Подписывайтесь, становитесь моим другом. Мы дружим, да, мы все дружим. Мы друг другу помогаем. Вы поддерживаете меня добрыми словами, своими комментариями, своими лайками. Я поддерживаю вас как могу. По крайней мере, никому вроде не отказываю. Ни в поддержке, ни в помощи. Чем могу, тем помогаю. Я думаю, что многие это ценят. Многие это ценят, и я благодарна за это. Ребята, сегодня у нас такой коротенький расклад будет, но расклад будет на 3 колодах. Я вам предлагаю выбрать один из вариантов, первый, второй, третий. Это какой вы человек, какая женщина вам по судьбе. Мы посмотрим сегодня характеристику. Вот. Буквально будет по 6 карт, да, я найду пары, сигнификацию, и вы загадайте, пожалуйста, загадайте, подумайте, задайте такой вопрос во Вселенную, Всевышнему, задайте. Вот. Если вы, допустим, у вас плохо развита интуиция, да, то закройте глаза и подумайте, вот какая колода вам ближе, вот увидьте, попробуйте увидеть, рассмотреть, да, откройте глаза, и вот упадет взгляд на какую-то колоду, да, и ваша. Можете послушать все варианты, как кому больше нравится, если у кого-то интуиция плохо развита. Итак, первый, второй, третий. Угу. 2 откладываем пока в сторонку, да. И смотрим, какой вы человек, кто к нам придет. И какая женщина вам по судьбе. Угу. Итак, какой вы человек, кто у нас придет? Угу. Угу. Ну что, смотрите, вы человек достаточно умный, да. Здесь нельзя сказать, что вы какой-то резкий или вы холодный. Нет. Здесь человек рядом с 10 чаш, да, король мечей. Здесь просто человек, который хорошо управляет своими эмоциями. Это человек у нас лидер. Это человек, знающий, куда он идет, как он идет. Человек очень сильный. Именно, знаете, сильный головой, я бы сказала, да. То есть здесь человек очень грамотный. Здесь действительно не просто грамотный, здесь, скорее всего, и хорошо закончил школу, и хорошее получил образование, и занял все равно какие-то лидирующие позиции на работе, как-то смог себя реализовать. Вот. Но в то же самое время здесь у нас человек с добрым и с мягким сердцем. Человек, который, в принципе, не может без семьи, который не представляет свою жизнь без семьи. Человек, для которого семья – это его опора, дом – это для него то место, где он может отдохнуть и телом, и душой, расслабиться, да, отключить свою голову, которая постоянно работает и находится в таком беспрерывный мыслительный процесс. Здесь человек, конечно, по натуре вообще предназначение быть счастливым, все-таки быть счастливым и быть любимым. Почему? Потому что здесь идет разделенная любовь, да, разделенная взаимная любовь. Здесь действительно, скорее всего, у нас мужчина, который проживет всю жизнь с одной женщиной, да, вот, который очень искренне, трепетно относится к своей второй половине. Несмотря на то, что другим он может казаться каким-то таким крайне жестким, да, и крайне где-то холодным даже. Но в семье человек совершенно другой. Вот. Очень семейный человек здесь у нас пришел. Хорошо, какая женщина вам по судьбе? Угу.
куда-то спряталась, да, ваша женщина. Угу. 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 Какая женщина вам по судьбе? Ну, смотрите, это все-таки женщина тоже такая, женщина очаровательная в первую очередь, да, женщина приятная, женщина с хорошими манерами, женщина уравновешенная, отзывчивая, хозяйственная. От нее, вот вы знаете, веет просто каким-то душевным теплом. Но вот она все-таки в первую очередь мать и хозяйка, да, мать и хозяйка, нежели карьеристка. Ну, может быть, она здесь не лишена, конечно, какой-то амбициозности, она здесь может, да, строить какую-то карьеру, пытаться что-то лепить, вот, но все-таки здесь предначертание женщины в первую очередь быть заботливой женой. Но здесь женщина с прошлым, видимо. И здесь женщина, вы знаете, с негативным прошлым. Почему? Потому что, ну, вообще, надо сказать, она в принципе очень близко все воспринимает к сердцу. Здесь женщина, которая очень близко все воспринимает к сердцу. И как-то она может быть склонна где-то и к пессимизму, да, и где-то склонна, вот знаете, ну, может быть, преувеличивать вот этот негативный оттенок каких-то ситуаций, да, каких-то событий. Да, склонна, но в силу того, что здесь у женщины, ну, какой-то все-таки опыт за спиной негативный. Здесь опыт страданий, понимаете, здесь период страданий у женщины. И такой достаточно длительный, я бы сказала, примерно года в 3. Вот. Но она, знаете, несмотря на то, что вот она такая вот страдалица, да, здесь страдалица, и несмотря на то, что она разочарована, может быть, она уже и была замужем, да, допустим, до вас, но женщина в силу вот того, что она испытала определенную боль, она уже как бы по-другому относится к жизни, она по-другому оценивает мужчин, да, она оценивает уже с позиции того, насколько мужчина умеет любить, и она ценит. Знаете, как часто повышенное мужское внимание, оно отталкивает женщин. Так вот здесь, наоборот, женщина способна оценить, вот знаете, все, что вы, всю нежность ту, да, которую вы ей хотите дать. То есть она не будет этим как-то пользоваться, или она не будет этим, знаете, пренебрегать, или как у многих женщин это отталкивать начинает, да, когда мужчина там излишне там как-то с ней сюсюкается, или излишне проявляет, ну, я не знаю, какой-то романтизм, или излишне там много ей слов там приятных говорит. Да, мужчины же так, они стараются. А это многих женщин отталкивает. В силу чего? В силу того, что не с чем сравнить, понимаете? Не с чем сравнить. Вот когда поживет, как скажем, да, на хороших таких добрых в кавычках словах и действиях, тогда как бы вот уже оценит. Вот. А здесь женщина, она понимает как бы вот именно, что человек старается как раз, старается для нее. Вот она здесь способна это понять, да. Ну и как ее узнать? Конечно, это женщина, которая имеет вкус. В первую очередь, она очень хорошо выглядит, она хорошо одевается. Вы ее можете узнать по лоску, да, по лоску. Но этот лоск, он такой, скажем, скромный немножко, скромный, да. Скромный какой-то, может быть, такие серые тона в одежде какие-то, темные тона в одежде, да, это всегда прибранные, убранные волосы, это всегда такой неброский макияж, это неброский какой-то маникюр, вот, то есть вот таким образом вы узнаете эту женщину, а может быть вы уже узнали ее, да, хорошо, первый вариант.
Давайте второй вариант смотреть. Кто к нам придет? Какой вы человек? И какая женщина вам по судьбе? Итак, какой вы человек? Угу. Ну, смотрите, у нас здесь пришел мужчина очень сильный. Мужчина достаточно красивый, я бы сказала, внешне, да, ну, как-то не принято говорить о мужской красоте, но здесь мужчина красивый, вот насколько я вижу. Физически развит, очень крепкий, очень выносливый, да, и при том, при всем, человек очень тонко чувствующий, то есть вот, знаете, вы очень-очень хорошо у вас развита интуиция. Вот прям вы понимаете, вот как-то вот и слушаете вы эту интуицию, да, слушаете. То есть подсказывает вам всегда какое-то решение, да, какое-то решение, когда действовать, как действовать, когда начать. Здесь, конечно, человек, безусловно, готовый дарить свою любовь, готовый любить, да, готовый помогать, искренне причем, искренне, очень искренне, да. Здесь человек, который, вы знаете, готов даже для своей женщины быть идеалом. Здесь можно и так сказать, что здесь мужчина, в принципе, внешне, вот так, если на вас смотреть, как будто бы вы идеальный. Да? Для большинства женщин, вот она на вас посмотрит и скажет, вот идеальный мужчина. Вот как-то вы умеете и расположить к себе людей, да, и какая-то у вас здесь и очаровательная улыбка. Вот знаете, вот вы такой располагающий, то есть люди вам улыбкой отвечают на улыбку. Человек, видимо, здесь умеет себя контролировать, умеет как-то вот, знаете, преподать себя тоже красиво, хорошо, да, как-то так, и вроде не кичиться своей силой, но в то же самое время ее и продемонстрировать как-то умело, да. То есть человек очень обаятельный, в любом случае, очень обаятельный, и готовый заботиться, готовый быть идеальным мужем для своей партнерши, да, готовый вкладываться, готовый что-то ей дарить, готовый помогать. То есть но знаете как, вы как бы все равно будете вот искать, здесь могут быть постоянные поиски, все равно вот своя женщина как-то должна быть, ну, своя женщина, да, вот, и понимаете, вот как-то вы можете себя, вот встретили, допустим, человека, да, и вот такой вот с ней какой-то как вечный студент, вот как-то вы можете чувствовать себя немножко незрелым каким-то почему-то в отношениях, вот как это обманчивое такое чувство, да, хотя на самом деле у нас здесь король, но вот почему-то в отношениях вы себя можете чувствовать как-то пониже немножко, что ли, каким-то, да, вот приниженным, хотя на самом деле это не так, это сугубо ваши личные какие-то убеждения, да, то есть вы постоянно можете быть в беспокойстве, вот, а ту ли я, допустим, встретил, а на своем ли я месте, а устраиваю ли я ее, а не мало ли я денег приношу, хорошо ли я о ней забочусь, а хорошо ли я забочусь о семье, достаточно ли я вклад, ну и так далее. Тут, знаете, бесконечный такой перечень вопросов, да, к самому себе. Хорошо, какая же женщина-то вам по судьбе? Давайте посмотрим. Может быть, потому что вы слишком идеализируете как-то вот и отношения, и себя, и женщину. Может быть, так еще, ребят, здесь. Угу. Давайте посмотрим, какая же женщина вам по судьбе придет.
Ха. Ничего себе. Ничего себе. Вот это женщина. Женщина. Ух. Ха. Ну, наверное, такого идеалиста только, наверное, такая женщина удержит и притянет, да? Смотрите, ребят, необыкновенно мудрая женщина. Просто какая-то необыкновенно, очень духовная. Вот первое, на что обратить внимание, это на ее духовность. Во-первых, пара, во-первых, королева кубков пришла, да, женщина, с которой вам как бы суждено 100% прожить всю жизнь. Вот, но понимаете как? Женщина здесь сосредоточена не на своей красоте, не на своем уме, не на каких-то внешних. Вот вы, если про вас говорить, вы сконцентрированы все-таки на каких-то внешних таких, да, материальных показателях. И они для вас как бы, тоже, вот вы когда смотрите на других людей, они для вас тоже являются критериями какими-то, да, вот, допустим, выбора. Вот. То если говорить о женщине, то здесь просто противоположность. Понимаете, здесь для нее абсолютно не важно, сколько вы зарабатываете, что вы тут из себя представляете, я не знаю, там, как вы там особо выглядите, обольщаете вы, не обольщаете. Здесь женщина, она сосредоточена несколько на других ценностях. Она сосредоточена на духовном содержании человека, на духовном содержании. И здесь женщину, скорее всего, что может притянуть вас, да, это вот именно умение вести себя, как-то так мудро, да, и интуитивно верно. Вот вы как раз ведете себя верно, интуитивно. А она вас может это увидеть как осознанную мудрость, понимаете, осознанную. И вот здесь вот этим женщину можно, конечно, поймать на крючок, да. Почему? Потому что здесь она сама крайне мудра, да. Здесь женщина вообще, она склонна, я не знаю, к какой-то филантропии, какой-то вот, вы знаете, такой вот жертвенности, помощи другим, там, людям, зверушкам, насекомым, я не знаю, всем кому угодно. Да? Женщина-спасательница. Спасательница и женщина, которая не откажет в помощи никогда никому. Почему? Потому что в первую очередь она, конечно, руководствуется такими, какими-то духовно-нравственными принципами. Да? Вот. И вы знаете, и она, я вам так могу сказать, вы ее не встретите на дискотеках, вы ее не встретите в клубах, вы ее там, я не знаю, не встретите на каких-то вечеринках шумных. Нет, здесь женщина не любит этого всего. Она по жизни одиночка. Одиночка, она достаточно закрыта, несмотря на то, что здесь, конечно, красота. И больше, конечно, вот эта душевная красота, она как-то вот поддерживает, вот душевная красота поддерживает ее, что ли, внешнюю красоту, да, вот так, вот так, вот так. Как-то. Так, третий вариант. Давайте смотреть, какой вы человек и какая женщина вам по судьбе. Какой вы человек, какая женщина вам по судьбе. Угу. Угу. Ну что, здесь у нас человек умный,
умный, да, тоже умный, вот, но где-то, вы знаете, и можете снять голову с плеч, да, можете снять голову с плеч, если, допустим, выведут из себя. Выведут из себя. Но, опять же, здесь у нас мужчина, который, вы знаете, умеет находить с людьми вот компромиссы, умеет как бы пользоваться помощью других людей, умеет где-то, вы знаете, здесь, кстати, качество настоящего управленца и лидера. Почему? Потому что здесь человек именно может организовать вокруг себя так, вот процесс, да, рабочий, скорее всего, да, и в принципе любых людей, и в семье также, он может так организовать, что каждый будет выполнять свое дело, да, а он это будет успешно контролировать. То есть человек здесь у нас ярко выраженный лидер, лидер-управленец. И человек, для которого все-таки, знаете, ваша главная черта – это умение договариваться, да, и умение правильно распределять обязанности между другими людьми. Вот. А ваша сила вообще заключается вот, ну, как раз вот в способности грамотных переговоров, понимаете, то есть способности правильной оценки ситуации. Вот как бы умеете вы любую ситуацию, посмотреть на любую ситуацию с каких-то разных углов, вот так что ли, да. Но и в принципе здесь, то есть здесь вообще надо сказать, что скорее все-таки человек больше заточен на какие-то такие вот в жизни рабочие процессы, нежели семейные, да. Почему? Ну, потому что здесь человеком все-таки движет именно трудоголизм, человеком движет желание что-то достичь в этой жизни. И как-то вот, да, вы знаете свои, причем сильные черты, и вы понимаете, что вот вы эти свои сильные черты можете применить и использовать только вот, ну, в карьере, в работе, да, как бы вот знаете свои сильные стороны. Угу, хорошо, давайте смотреть, какая же женщина-то вам по судьбе. Тут может быть будущий олигарх у нас. Или какой-нибудь директор завода. Ну, не обязательно. Просто лидер. Какая же женщина-то вам по судьбе? Давайте посмотрим. Что за дама придет? Даже вот интересно мне самой. Что тут за такая женщина? Ага, уже пришла. Хох-хох-хох. Ну, тут карьеристка, ребят. Тут как раз карьеристка. Быстрая женщина. Быстрая, ловкая, смелая, откровенная, эпатажная, очень-очень яркая, очень харизматичная женщина, которая умеет быстро принимать решения. Веселая, вы знаете, с таким необычным чувством юмора. Где-то даже может и прослеживаться такой черный юмор, да, у нее. Ну, то есть она может и травить анекдоты, и как бы, знаете, и погулять может, ну, не в плане погулять там загулы с мужчинами, а вот в плане с подружками, да, так скажем, как это, молодежным языком умеет отрываться. Вот так, умеет отрываться. Вот какая-то такая вот, да, немножко такая бесшабашная, но в то же самое время, вы знаете, не ошибайтесь. Она очень здравомыслящая и очень зрелая.
очень зрелая, и как бы вот эта ее веселость, да, вот это ее жизнелюбие, вы знаете, вот за этим всем спрятана ее прозорливость. Прозорливость. И она как-то в каждой ситуации, она как интуитивно, телепатически чувствует, как себя правильно вести. Почему? Потому что здесь у женщины, знаете, есть какие-то силы за спиной. Здесь нельзя говорить только о светлых силах или о темных силах. Здесь разные силы женщины владеют, но в любом случае здесь владеет определенная сила, да, здесь женщина как бы может быть, у нее даже есть такой дар, как ясновидение, либо яснослышание, то есть здесь женщина может это скрывать, но она здесь обладает вот таким вот даром редкостным, да, однозначно по вот этим вот картам, и здесь женщина, вы знаете, она как бы она также является лидером, допустим, в кругу подруг, да, вот в своем окружении. Она является, ну, как бы такой заводилой, да, вот она заходит и все, и сразу все внимание приковано к ней, понимаете? Как вы ее узнаете? Ну как? Ну, конечно, по смеху. Конечно, по смеху. Она будет так смеяться, да, зажигательно, что уже и вы не будете думать, смешная ли там шутка сказана, или что-то там вообще смешное или не смешное сказано. Вам просто будет смешно от ее смеха. То есть, конечно, здесь в первую очередь надо обратить внимание на смех. На второе, на что надо обратить внимание, это на глаза. Глаза будут очень глубокие, очень наполненные и большие, скорее всего. Ну, я вам серьезно сейчас говорю. Я понимаю, как это звучит, но вот. И, конечно же, хорошо одетая женщина. Вот. У нас королева Пентаклей в любой колоде. Это женщина всегда хорошо одетая, с хорошим вкусом, да, на которую ориентируются другие, которая может, вы знаете, даже вводить в моду, да, что-то в своем окружении. Вот так вот. Такая женщина вам по судьбе интересная, да? Вот, ребят, вот такой у нас расклад получился. Я надеюсь, вам понравилось. Кто не подписан, подписывайтесь. Ваша благодарность — это лайк за мою работу. Пишите комментарии. Вот. Я, как всегда, вас обнимаю и люблю, и жду вас на своих каналах. С вами Гадания Шахерезады. Пока-пока.